За последние 6 недель кадыровцы при поддержке и помощи центральных российских органов власти похитили более 100 человек, среди которых были женщины, в том числе беременные и инвалиды. Кадыровцы угрожают критикам режима надругательством над их родственниками, тем самым пытаясь задеть самое дорогое для чеченца – честь и достоинство. Сегодня, как мы знаем, причина того, что мы здесь собрались, это показать, что мы есть, что мы против, террора этих преступников Путина и его превратился. Угрозы этим критикам, общественным деятелям, активистам, которые прозвучали от этих предателей чеченского народа, от именно Делимханова, этого Кадырова и других, что они выступили с такой речью и сказали, что будут резать головы этим критикам. Я хочу подчеркнуть это. В некоторых средствах массовой информации говорится, что это якобы подчеркивается, якобы это какие-то чеченские методы. Нет, это не наши. У нас никогда такого не делалось. Когда пришел Путин, он принес с собой вот именно багаж вот этих методов. Именно этими методами, чтобы подавить народ, подавить свободу слова, подавить демократию. Вот так пришел Путин к власти на нашей крови, на таких методах, на этом терроризме. Нас никто не остановит, иншаллах. Ни такие методы, никакие угрозы нас не остановят. И мы будем идти до конца. Сегодня так совпало, что мы собрались в тот день, когда российские террористы совершили теракт в поселке Новые Алды. Были убиты мирные жители, были убиты старики, пожилые женщины, их расстреливали, их сжигали. Вот на этой крови, на этом терроре пришел Путин, а затем они установили вот этот режим, который управляет этот Путин. И те действия, которые сегодня совершаются на чеченской земле, совершается именно с позволения и с указания Путина. Вот где виновник, и вот кто в первую очередь должен отвечать за это. А эта акция у нас сегодня проходит не с просьбой к европейским парламентариям, а мы сегодня вышли сюда, к Генеральному консульству Российской Федерации, как вы видите. Вон там развивается этот имперский триколор, который нам уже лет 20 насаждают в таком виде. До этого он был в другом виде. И мы требуем от российских властей прекратить преследование наших родственников, прекратить пытки и насилие над чеченскими женщинами. Чеченские женщины, они тоже женщины. И вот у нас как раз здесь есть плакат на немецком языке. Покушаться на наших женщин – это подло, это низко. Да, конечно, нас это задевает. Нам это трудно, когда похищают наших двоюродных сестер, когда похищают сестру, которая замужем, уже относится к другой семье, к другому, можно сказать, у другого рода на попечительстве, а ее привлекают к ответственности за действия ее брата. Более того, они еще и присылают фотографии в обнаженном, неподобающем виде брату, требуя от него прекратить и покаяться перед падишахом. Подобных предателей, наверное, у нас не было. Но, может, люди, которые лучше меня знают историю, могут меня поправить, но я не видел еще таких аналогов, подобных Кадырову. Кадыров уже перешел любую границу. Он не умеет ни враждовать, ни дружить. Он приемлет только лизоблюдство в свой адрес. Чеченскому обществу и чеченскому народу неприемлемо, чтобы у нас были вот эти вот султанские обращения. У нас в народе никогда не было падишахов. Я от лица здесь собравшихся, не побоюсь этого выражения, от своего чеченского народа, хочу сказать, что у нас никогда такого не было, чтобы мы враждовали с женщинами или мучили женщин.
или как-то покушались на людей невиновных. Это нам неприемлемо, это не наши традиции. Буданов является основателем пути Ахмата. Сегодня эти российские чиновники грозятся и говорят: приезжайте сюда, если у вас есть мужество, отомстите нам, освободите своих родственниц, своих сестер. И все они это говорят за пазухой вот этого вот государства, вот под этим вот флагом. Они спрятались за этим государством, за их армией и зовут нас. Но мы им предлагаем показать, где, когда они не были вот за пазухой вот этого вот государства, где было их мужество. Почему они тогда себя не проявили? На самом деле мы понимаем, кто они есть. Это люди, предатели, это преступники. Не побоюсь этого слова. Это люди-террористы. И когда в Кремле журналисты, правозащитники, комитеты просят как-то прокомментировать пресс-секретаря Путина похищение Заремы Мусаевой, извиняюсь, матери Янгулбаевых, то пресс-секретарь Путина говорит, что он не верит в эту фантастику. Дмитрий, я сейчас хочу обратиться к вам. Я стою напротив вашего диппредставительства. Фантастика — это то, что вы сегодня устроили в нашей республике. А все эти собравшиеся люди здесь — это не фантастика. К сожалению, вы на протяжении уже 400 лет устроили на нашей земле эту фантастику. И мы требуем от вас, от президента России Владимира Путина, прекратить подобную практику преследования наших родственников и наших женщин. Просто дайте команду своему наместнику, скажите ему «фу», и он перестанет. Итак, резолюция от чеченской диаспоры Европы. Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить свой протест на совершаемый российскими властями терроризм, а именно похищение, унижение, удерживание в заложниках совершенно невинных людей, являющихся родственниками критиков кадыровского режима. Сегодня, стоя здесь перед представительством России, несмотря на то, что нас мало, и несмотря на то, что мы ограничены в возможностях, мы заявляем, что мы обязательно будем продолжать нашу борьбу с диктаторским режимом всеми дозволенными нам средствами. И мы видим, что даже за элементарное слово российская власть готова убивать. И говорит о том, как они боятся нашего слова правды. Сколько бы мы ни убивали нас, рождаются другие, которые несут это слово истины на своих плечах. История человечества показала нам, что любая тираническая и диктаторская власть приходила к своему позорному краху. Нынешняя бандитская власть России – это временное явление, и они обязательно потерпят позорное поражение рано или поздно. Перед болезненным падением сильное возвышение, истеричность и увеличивание бешенства российских властей – это начало их конца.